или убрать кота. А его не видно. Все равно. Добрый день, друзья! Сегодня пересадим орхидею из мха. Эту орхидею мне подарила Александра Красина в январе этого года на православной выставке. Она к нам приезжала. Видео с этой выставки оставлю вам в правом верхнем углу экрана. Орхидея, даже не знаю, как сказать, чудесная, красивая, великолепная. Но название у нее, что по-английски, что по-русски. По-английски я вообще не произнесу это название, оно появится на экране. А по-русски звучит так. Сога викер, золотая обезьяна вариегатная. Ну давайте ее для простоты называть золотая обезьяна. И цветение этой орхидеи я вам недавно показывала, когда делала обзор на всех своих полках. Поэтому небольшая фотография появится на экране, как она цвела. Но орхидейка очень интересная. Она выпустила цветонос, даже при том, что она растет в мху. И этот цветонос она все время старается продолжить. Но сил у нее маловато, потому что не часто в мху я удобряю орхидеи. И я считаю, что пусть остается цветонос, но я ее пересажу и смогу активно удобрять эту орхидею. Так что пересадка сейчас будет. И больше орхидей в мху у меня нет, а было очень много, потому что в прошлом году я заказывала в Краснодаре такие орхидеи, и мы их пересадили, они прекрасно растут. Некоторые посажены в коре, некоторые в керамзите. Эту орхидею мы пересадим в керамзит с циофлорой. В правом верхнем углу я оставлю вам два плейлиста, в которых я рассказываю, как ухаживать за орхидеями, которые находятся в мху. Сразу после покупки, через несколько дней, что с ними сделать. Потому что многие заказывают такие маленькие орхидеи. И они чаще всего приходят в мху. Но бывают и в торфстаканах. И о торфстаканах там тоже есть рассказ. Давайте извлекать орхидею из этого контейнера. И смотреть. Вот эта орхидея умеет делать все сразу. Растить корни и доращивать цветонос. Но листики в этот момент растить не хочет. Так, а что же здесь еще? Вот здесь даже есть кусочки кокосовых чипсов. Даже попало кокосовое волокно в посадку. Корней много, а вот мох у меня, к сожалению, почти сухой. Почти. На ощупь он чуть-чуть влажный. Я думаю, что внутри он будет влажный или даже, можно сказать, сырой. Он не мокрый. Вот эта влажность, которая необходима таким корням. Но все равно я просушиваю корни. Потому что если все время оставлять очень влажный мох, корни, конечно, гниют. И почему мы с вами чаще всего видим корни близко к стенкам горшка? Потому что внутри горшка любого, с любой посадкой, пусть то будет кора, пусть то будет керамзит, все равно самая большая влажность внутри горшка, в середине горшка любого. Так и здесь. А
корни, они же в природе привыкли жить всегда на воздухе. Вот они и тянутся к свету. Это стенки горшка. Там меньше влажности. Вот там они и растут очень активно. А в центре горшка они чаще всего гниют, потому что очень-очень влажно. Пришел Ричи и создает шум. Еще один помощник. Проснулся. Нет, он не проснулся. Он пришел досыпать. Так, пока я неинтересно убираю мох. Так, переключитесь на меня, пожалуйста. Вот сколько много корешков, растущих, молоденьких, зелененьких, красивых. А в середине, вот, сейчас покажу, остались одни гнилые тяжи. Вот так давайте покажу. Вот он, гнилой тяж, его видно, он черный. И вот корень черный. Это тоже там, где я не распушила мох, он был плотный. И вот там корни изгнивают. А по периметру горшка они просто шикарные. Но всегда нужно учитывать, что внутри горшка большая влажность, и корни пропадают. Но орхидея об этом точно знает, поэтому всегда растит новые корни. И даже основание вот такой орхидеи, вот оно. Оно тоже, видите, черное, гнилое. Это все мы убираем. Так, ну что, я пойду промою корни под проточной водой, уберу весь мох, а потом мы с вами посадим эту орхидею. Как я промываю орхидею под проточной водой? Оставлю ссылку на видео в правом верхнем углу экрана. Смотрите примерно с 13 минуты. Нашла еще один сухой кончик корня. Его я обрезаю. Не дорезаю до живого, поэтому не обрабатываю ни перекисью водорода, ни корицей, ни толченым углем. Но если вы затронули живую часть корня, обязательно обрабатывайте срез корня для того, чтобы туда не поступала патогенная микрофлора. Так, еще маленькие части мха остались на корнях. Их тоже можно убрать. Теперь давайте осмотрим все корни и шею орхидеи. Если какие-то остались чешуйки от старых листьев, какие-то еще частицы мха от шеи, это все нужно обязательно убрать. И решить, какие корни нам понадобятся. Ну, не нам, а, конечно, орхидеи, а какие нет. Вот этот корень не пригодится орхидее. Давайте вот так покажу. И вот этот. Основания у этих корней черные, поэтому их можно отрезать от основания.
все остальные корни в орхидеи прекрасные. Мне хочется, чтобы и вы видели, и я видела. Вот здесь есть старые чешуйки. Черненькие. Нужно ли в этом случае обрабатывать орхидею какими-то препаратами? Нет, я не буду этого делать. Я вообще считаю, что чем меньше мы каких-то лечебных, стимулирующих препаратов используем, тем орхидея лучше растет и более здорова. Но если это обязательно нужно, потому что есть, например, черные пятна на стволе, или же какие-то мокрые пятна, да, тогда лечение обязательно для орхидеи. Но если орхидея в таком прекрасном состоянии, зачем ее чем-то стимулировать или опрыскивать, поливать какими-то антистрессовыми препаратами? Вот я ее сейчас посажу, поставлю в то же место, где она и находилась. Орхидея с раскукленными корнями не почувствует этой пересадки и не испытает большого стресса и продолжит свой рост. Вот этот листик маленький, это прямо фласочный лист, и он сломан, его сразу можно убрать. И оставшуюся чешуйку от листа тоже удалить. Если ее не удалить, она высохнет и будет мешать росту новых корней. Так, ну вот все. Двойной горшок 1,6 литра. К сожалению, меньше у меня нет. Можно было бы взять или литровый, думаю, что литровый даже будет маленький, или 1,2 литра. Но у меня 1,6, корни прекрасно помещаются в горшок. И орхидея стоит по центру горшка. Сажать буду, как я уже сказала, в керамзит. В посадке нет ничего сложного. Чистый промытый керамзит я насыпаю в горшок. В посадке буду применять циафлору. Я давно вам ее не показывала и не рассказывала, но так как эта орхидея росла в мху, и ей сейчас нужен такой переходный период от сильно влагоемкого грунта к менее влагоемкому грунту, я добавляю циафлору. Вот еще раз вам показываю, что такое циафлора. Это природные циолиты, которые содержат макро- и микроэлементы. И в течение 3 лет отдает орхидее питательные вещества. Но циафлору нужно класть ближе к корням. И, кстати, она более влагоемкая, она набирает в себя влагу. Перед посадкой циафлору нужно обязательно промыть. На ней находится очень тонкий слой пыли. И чтобы эта пыль не осела на корнях, циафлору обязательно промываем. И кладем эту циафлору ближе к корням. Раньше я показывала, что я насыпаю циафлору слоями. Теперь я перестала это делать, и причина этому проста. Циафлора более тяжелая, и при поливах она медленно, но оседает вниз горшка. Теперь чаще кладу циафлору сверху посадки, но ближе к корням все равно. Вот еще буквально пару ложек керамзита. И потом циафлору. Тоже пару ложек.
Стараюсь насыпать ее там, где уходят корни в посадку. Чуть больше у меня здесь получится. Еще один момент. Меня недавно упрекнули в том, что, показывая посадки в керамзит, я не рассказываю, как их поливать. Вы себе даже не представляете, сколько я раз рассказала, как поливать в керамзите орхидеи. И орхидеи не важно какой грунт. Я всегда говорю об этом и очень часто. И специальные видео выпускают только о поливе орхидей, о разных поливах. Потому что разные посадки, разный полив. И вы выбираете тот полив, который вам более удобен и соответствует вашей посадке. Так вот, самое главное в любом поливе, а в керамзите так точно, не намочить керамзит, он никогда не намокнет, потому что он не вбирает в себя влагу, а напоить корни орхидеи. Это самое важное вообще во всех поливах. Нужно напоить корни орхидеи, а потом высушить. То есть дать корням просохнуть так, как это происходит в их естественной среде, там, где они растут. Поливать орхидею буду после того, как просохнут корни, а не керамзит, он просохнет через 2 дня. А вот корни будут держать влагу сейчас при данной температуре воздуха в квартире, а она 27 градусов, неделю, а то и 10 дней. Но поливаю орхидеи я даже в керамзите раз в 2 недели, не чаще. Наливаю воду в горшок на 2 сантиметра ниже уровня грунта, и орхидеи стоят с водой 1–1,5 часа. За это время веломен, пропуская в паренхиму воду, дает паренхиме набрать самое большое количество влаги. Если есть видимые корни, и даже через 1,5 часа они не стали зелеными, значит, еще орхидея не напилась этой воды столько, сколько ей нужно. Значит, веломен продолжает пропускать влагу. Вот основной закон полива в керамзите. В коре немножко по-другому. Но ссылку на видео о разных поливах орхидей я оставлю в правом верхнем углу экрана. Поливайте орхидеи правильно. Это самое важное для орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.